Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике разберем бюджетную команду на континентального босса Ивира, команда горения. Эксклюзивных героев мы здесь использовать не будем. Если в прошлых вариантах у нас танчил Пайкстон, то теперь у нас здесь будет эпический герой Валаас. Наличие пробуждений у наших двух легендарок на выживаемость никак вообще не влияют. Конкретно от пробуждений будет зависеть именно конечный урон и только от пробуждения, по сути, Дурема. Все остальное тут, в принципе, вообще никак не влияет на урон и на выживаемость. Приступим к обзору самой команды. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Также данное видео вообще советую без всяких там перемоток и так далее внимательно смотреть, потому что много нюансов. И дабы потом всякие глупые комментарии не писать, а просто настоятельно рекомендую посмотреть видео полностью и учитывать вообще все нюансы, которые я буду говорить, потому что все здесь очень важно и все отразится на уроне. Тайминги вот такие. Также у нас получается Бикс и Дурем стартуют одновременно. Но почему тайминг такой? Потому что максимально в ускорениях я именно Биксу в рунах вот собирал до такой степени, что старт у него на 11.1 получился. Давайте сразу все это дело и рассмотрим. Допустим, такой вот у нас Бикс. Он нам раздает урон вокруг себя и находится в сете кукольника. Также он будет вешать разлом. То есть у нас что происходит? Он вешает разлом, пока вот эти стаки горения его летят с ульты. В этот же момент у нас ультует Дурем. И также накладывает свои дебафы. То есть все это происходит одновременно. Также по талантам. Именно ставьте те, что я показываю. Потому что бывают, люди думают, что вот я сейчас там другое возьму. Там вот это начинается самодеятельность, типа вот так будет лучше. В итоге урон вообще другой. Вот поэтому делайте именно все, как я показываю. По поводу ускорения, допустим, вот у меня 49. Что нам нужно сделать? Допустим, тут руна на точность будет негативная в любом случае. И неважно, какие здесь допы, нас интересует только ускорение. Именно в допах данной руны. То есть, где больше всего ускора, неважно какие остальные характеристики, ставим эту руну. По поводу позитивной руны, он у меня вообще на 4 прока и тут на УЗ. То есть, мне даже не важно, какой здесь мейн стат и что там в допах. Эту руну я выбираю именно по ускорению из всех, что вообще имеются. То есть, так получилось, что у меня руна именно на здоровье с максимальным ускорением. Я ее сюда и поставил. Все, соответственно, у меня старт на 11.1. Все. Также точность у всех героев, ну кроме Дурема, должна быть 300 с копеечкой, не меньше. Потому что очень сильно просядем по урону. Но нам вообще ни в коем случае нельзя, чтобы какие-то стаки горения выходили в сапру. Поэтому с точностью не жалея. Вы можете пожертвовать там атакой, шансом крита, крит уроном, но точностью вообще ни в коем случае. Сразу же переходим к Дурему. Он у нас стоит в углу, и у него должно быть максимум атаки. То есть именно на него должны ивиры агриться. Так как он закрыт у нас, сейчас я вам сразу бой покажу, как вообще происходит. То есть у Дурема максимум атаки, на него ивиры должны были сагриться своим боевым, но сделать это не могут. Поэтому вот так вот все и происходит. Далее, давайте. Суть вы уловили. То есть следим за атакой героев. Вернемся к Дурему тоже. В принципе, в данной сборке 141 точности мне хватает. Такое количество атаки, шанс крита, крит урон. Таланты тоже, обращаем внимание, именно вот эти используем на Дуреме в данной сборочке. Далее идет Карф. Тут у нас два мифических предмета будет на 2 стака увеличения урона при наложении дебафов. И обратите внимание, перчатка на атаку. То есть Карфу мы делаем атаки примерно как у Дурема, можно даже чуть-чуть больше, потому что он ее раздаст, и у Дурема все равно в итоге будет больше ее. Но и не преувеличиваем, чтобы Карф не обгонял Дурема ни в коем случае. Ну, по конечному итогу. То есть, если вдруг вы дали слишком много атаки Карфу, и ивиры начали агриться именно на Карфа, то просто снижаем ему атаку. Потому что еще здесь мифики на атаку.
Соответственно, конечный результат мы здесь пока что не увидим. И в бою он будет отличаться, поэтому также следите за характеристиками. Так, по поводу артефакта сейчас по-любому все начнут писать, типа, а что за фигня, ты что, какой бюджет? Просто ставим вот золотые рога, все. Успокоились? Надеюсь, что да. Так, по поводу талантов. Вот такие используем. Да, то есть по поводу донатного артефакта он тут как бы особой прям разницы не внесет, потому что он нам тут дает? 15% получается, да, к урону. Ну и защита, которая нам тут в принципе и не нужна. Тут будет у нас 10% на увеличение урона. То есть 5% всего теряем, как бы не критично. Также, что у нас по карфу? 6100 атаки ему выжил, Дурем 6600. То есть еще даже есть куда стремиться. Я не стал баночками протачивать, но можно также это сделать. Руна тоже, кстати, на атаку. Вот, про точность не забываем. Все, идем дальше. Тот самый эпик, который у нас теперь танчит, Валас. Ему, в принципе, тайминги какие-то ставить смысла нету, потому что ультой он усиляет себя, и во время того, как ульта работает, он просто больше накладывает воспламенение. То есть подстраиваться конкретно под что-то, тут как бы смысла особо и нету. Просто пусть ультует, как ультует. Чем чаще, тем лучше. Есть возможность ускорения дать? Можно дать. Нету, ну как бы ничего страшного. Все, то есть он сам по себе у нас просто накладывает, когда может. И на этом вся его цель. По статам. Точность также 300 с копеечкой. Вот этот вот сет собираем. Даем 400 просвета. Почему именно 400? Потому что у этого сета есть свой кап, короче. Тут если мы посчитаем, то намек пойдет на то, что больше 400 смысла собирать нету. Но и тем не менее при 400 просвещенности он будет максимально бафать нам Дурема. То есть, понятное дело, что сам этот герой от просвещенности вообще никак не зависит, но мы делаем упор именно на Дурема. Все так же артефакт вот эта сфера и обязательно вот эту шмотку. То есть вся выживаемость, так как мы-то автоатаки все равно получаем, вот вся выживаемость зависит именно вот от этой шмотки. Он проседает, отхиливается, все, стоит дальше. Ничего замысловатого, в принципе, тут больше и нету. Также, если есть какая-то возможность, либо желание, я, кстати, даже не пробовал. То есть у меня есть 20 ускорения от сета. Я на этом как бы и остановился. Если это ваша основная команда, то, в принципе, можете добрать ускорение в рунах. Будет результат еще лучше. Идем дальше. Зраакс. Тут у нас уже поинтереснее. Тут прям очень много важных нюансов. Очень много. Во-первых, собираем ему точности именно в шмотках как можно больше. Потому что он будет ее у нас раздавать всем. В идеале вообще, если есть возможность, то 500 с копеечкой даже сделать. Это будет прям вообще замечательно. Артефакт. Ракушка. По-любому не надо ничего там лишнего давать, другого, что-то пробовать. Все, ставьте ракушку. Я вас уверяю, результат будет лучше. Так как он часто совершает автоатаки с турелей. Постоянно вешается вот этот разлом поверх вот этого, который вешает Бикс. У нас на протяжении, в принципе, всего боя идут вот эти взрывы от Дурема, потому что мы сверх лимита накладываем горение. И также эта ракушка будет висеть на некоторых эвирах, которые атакуют турели. То есть, какой бы вы сюда артефакт ни дали, ракушка будет в любом случае лучше. Так, по поводу точности сказал, это именно что касается шмоток. То есть, вот эти 4 шмотки, здесь мы должны выжать именно точность. Все остальные статы нас вообще не интересуют здесь, только точность. И именно вот этот сет. Далее, руны. Тоже очень важно. Тут у нас руна на точность. И подбираем руну, где больше всего прок именно в скорость атаки. Никакой другой стат. Именно скорость атаки. Выбрали руну. А, кстати, ну-ка. А что она? Она хуже. Она же хуже. А стоит здесь. Все, значит, все нормально. Да, сортировку на скорость атаки делаем и выбираем здесь самую лучшую руну. Далее, позитивная руна. Такая же ситуация, как, в принципе, и с Биксом получилось. Вот, тут у меня руна на здоровье, просто из-за того, что хороший прок на скорость атаки. Все, у меня получается от скорости базовой атаки минус 0,72. Даже на чуть-чуть прирост делаешь, урон меняется. Именно в большую сторону. Чем больше скорости атаки будет у Зраакса, тем будет больше урон у всей команды. Все, вот это очень важно. Именно в рунах выжать скорость атаки. В шмотках точность. Все. Это что касается Зраакса. То есть все нюансы вот эти перечисленные нужно учитывать и относиться к ним серьезно. По поводу талантов также вот. И давайте такой, знаете, обобщенный момент. Типа, а почему ты вот это берешь? Зачем оно? Типа, зачем ты вот это взял? Давай вот это возьмем или вот это. Оно здесь вообще не будет работать. То есть вот это вот вы берете, смысла вообще никакого в этом нету. На урон это никак не повлияет.
А шанс, что какой-то из взрывов пойдет в сопру, есть. То есть нам все равно лучше взять именно вот эти таланты. Почему так, я все-таки сделаю, как я уже говорил, наверное, отдельное видео по горению. Потому что многие просто не понимают, как вообще механика работает. В случае, допустим, с дуремом, с ашотом, что делать Пайкстон и так далее. Поэтому учитывайте тоже эти моменты. Взяв вот эти таланты на данных героев, вы урон не увеличите. Вы только увеличите шанс того, что у нас взрыв пойдет куда-то не туда. Все, так, вроде всех, в принципе, показал. Расстановка, как сказал, уже вот такая. Кому там что непонятно, в принципе, можете писать в комментариях, либо в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.